Итак, дорогие друзья, мы прибыли на остров Лансароте. Как вы уже догадались, выгрузились. Сегодня у нас был вечерний рейс. Двигались мы почти 3 часа в пути. В принципе, хорошая погода, хороший полет. Практически чуть-чуть, такая средняя посадка с подпрыгиванием. И мы сейчас пойдем на выход. Привет! В этом видео мы вам покажем много интересного с острова Лансароте. Итак, можно прилететь на остров Лансароте, и вот эти вот прокатные компании для вас, пожалуйста, здесь присутствуют. То есть можно взять в аренду автомобиль и путешествовать по этому замечательному острову. Надеюсь, что вы видите, какие здесь есть и Hertz, и Европкар, и Эвис, и Голдкар, в общем, Топкар, разные компании для аренды автомобилей. Мы тоже взяли, но будем его получать завтра. Сегодня мы планируем добраться на такси и вам все расскажем. Все закрыты, Топкар открыта компания. Это все аренда автомобилей. То есть можно взять в этих компаниях автомобиль в аренду. И вот что ожидало нас с утра. Вот такая ужасная погода. Сильный ветер, предупреждение об экстремальной погоде на побережье и дождь. С утра на Лансароте. Только что был дождь и ливень, а уже светит солнышко. Ну что, прекрасное утро у нас начинается в домике сегодня. Замечательно. Релакс. Здесь есть лежачки. Здесь есть даже какая-то красивая территория, что-то посажено. Очень красивая стена. И, между прочим, дорогие друзья, это все вулканическая порода. Мы с вами пойдем на вулкан Тиманфая. Мы увидим, можно сказать, спящий вулкан, дымящийся. А вот это вот порода. И из такой породы делают даже украшения. И вот такая территория домика. Немножко я вам покажу. Для того, чтобы вы знали, в таком доме мы остановились. Смотрите, какие красивые растения, кактусы. Все-таки это остров. И большая территория вот такого вот замечательного дома. Да. Маленькая экскурсия вокруг нашего домика. Какая красота. Вот такие различные растения. И кругом вулканическая измельченная порода. Смотри, как он прям цепляется руками. Да. Знаешь? Представляете, какой кактус? Держится за эту породу. Вот природа какая суровая. Вот в таком шикарном домике мы остановились. Их здесь много, видите, в ряд. В аренду. Шикарный дом. С 2 спальнями, с садом, с парковочным местом. Вот это вход. Такая маленькая утренняя экскурсия. Спасибо. И мы возвращаемся туда, откуда пришли. Вот она, такая замечательная территория домика.
Сегодня у нас день аренды автомобиля и покупки продуктов. Мы вышли на центральную улицу нашего городка, где мы остановились. И пойдем в магазин Гипердино. Как всегда, исторические места. Чисто канарский стиль. Пойдем за продуктами. Следующим этапом у нас получение автомобиля в аренду. Мы снова приехали в аэропорт для того, чтобы взять машину. Ну а тот, кто не хочет брать машину в аренду, можете воспользоваться такси. Здесь достаточно приемлемый тариф. Иногда таксисты говорят на английском. Можно взять на сайте, по телефону, либо на местах стоянок такси. Друзья, такси стоит ночью 15 евро, ну, куда мы доехали до города Тиаз, а днем 13 евро. То есть ночной тариф на 2 евро все дороже. Угу. Испанский остров Лансаротти, где мы сейчас находимся, один из Канарских островов, который известен тем, что здесь хороший ровный климат круглый год, здесь достаточно теплая мягкая зима, приятное лето, также здесь очень интересный горный вулканический ландшафт, который образовался в результате мощнейшего извержения вулканов на этом острове в 1730 году. И здесь я прочитала более 300 вулканов, и это действительно так, вы можете сейчас увидеть, как мы сюда добирались, в очень интересную деревушку, которая называется Эль-Гольфо. И здесь одно из интереснейших мест, о котором сегодня пойдет речь. Также я хочу вам, дорогие друзья, сказать, кто не бывал на Лансаротте, но хочет увидеть его, вы также можете посмотреть фильм. Здесь снимались многие фильмы, но один из известнейших режиссеров Испании, Педро Альмодовар, снял здесь фильм в 2009 году с Пенелопой Круз в главной роли, который называется «Разомкнуть объятия». Часть сцен снималась именно здесь, и именно на острове Лансаротте. Одной из достопримечательностей острова Лансаротти является Чарко Верде, то есть лагуна, зеленая лагуна. Находится рядом с деревушкой Эль-Гольфо, что сделало ее знаменитой. Наверное, множество туристов хотят сюда прийти. Опять-таки, после 1730 года, после мощнейшего извержения вулкана, образовалась вот такая зеленая лагуна. С одной стороны, она окружена горами, с другой стороны такой перемычкой от океана. И славится она своим зеленым цветом, изумрудным цветом, потому что здесь живут мельчайшие водоросли, и они окрашивают воду вот в такой замечательный цвет. Кроме того, в песках вокруг этой лагуны водятся прозрачно-зеленые или такие желтоватые хризолиты. Это привлекало всегда туристов, и они здесь искали очень много этих камушков. Сейчас это место огорожено для того, чтобы там никто не бродил, чтобы сохранить это как историю, как прекрасное туристическое место. Когда вы будете на острове Лансаротти, обязательно посетите. Работает круглосуточно,
бесплатно, но очень интересно. Здесь дорожки, соответственно, огорожены. Будьте осторожны, надевайте хорошую спортивную обувь. По сути, дорогие друзья, мы стоим, можно сказать, в кратере или на краю кратера вулкана. То есть кратер – это, скорее всего, вот эта вот зеленая лагуна. И на самом деле при подъезде очень интересный, красивый ландшафт, который именно образован вот тем мощнейшим извержением вулкана. Так что для тех, кому интересно вот такие путешествия, интересно все это посмотреть, вы можете приехать на этот остров. Собственно говоря, он и привлекает туристов вот именно с этой целью, с такой познавательной целью. Первый раз мы на этом острове были лет 15 назад. Было очень интересно. И сейчас очень интересно пройти по тем местам, где мы уже бывали. Но я помню, что 15 лет назад местные жители активно собирали вот эти вот оливины или хризолит, как называют вот эти мелкие прозрачно-зеленые желтоватые камушки. Делали из них какие-то поделки и продавали их прямо вот на этой дорожке. Стояли столики. И, в общем-то, у меня даже есть колечко с таким камнем. Будем смотреть, что еще на этом острове продается. Вот такое интересное вам покажем. Что вот из этого материала на острове сделано очень много всего. То есть они делают такой отделочный камень, в доме какие-то элементы такой лавы, как бы. Делают ограждения вокруг домов, такие камушки красивые. В общем, этот материал использован в отделке жилища. Ну, может быть, не самого жилища, а вокруг жилища что-то вот они делают, выделывают за место заборчиков. И в прошлый раз в приезд я даже покупала украшения, видели бус, но у меня от этого болела голова. А вот это как раз тот пример тех камушков, которые здесь водятся. Вот этот полудрагоценный хризолит или оливины еще вот называли. Вот это тот самый камушек и есть, который находится в горной породе. Остров Лансароте называют еще иногда огненный остров за то, что здесь более 300 вулканов. И это действительно так. Мы проехали очень много таких вот горушек, вулканов. И сейчас я стою, дорогие друзья, не просто в горах где-то. Это не гранит, это не какие-то известняки. Это то самое, что извергалось в 1730 году мощнейшим извержением множества вулканов на этом острове. Это вот та самая порода, то самое природное явление, которое сделало вот такие красивые горные пейзажи. И иногда, как мы обратили внимание, местные жители добывают вот какие-то камушки из этого, делают, обтачивают и используют в домашнем каком-то хозяйстве, огораживают их свои огородики или делают изгороди вокруг дома. То есть используют то, что дала природа, на благо своей, так сказать, семьи и дома. А вот та самая деревушка Эль-Гольфо, которая находится с Чарку-Берде. Сейчас это туристическое место достаточно. Ну а когда-то это была просто маленькая деревня рыбаков, которые рыбачили в Атлантическом океане и жили вот в таком замечательном, но достаточно непростом, я бы сказала, месте. Друзья, вот такой вот бутик можно увидеть прям рядом
с местом, где добывают оливины. Видим еще одно интересное место, которое является тоже парком. Все это рядом. И здесь как раз таки написано, что водоизвержение вот этого вулкана Тиманфая с 1730 по 36 здесь образовывался вот такой рельеф, вызванный вулканическим извержением. Ну, вот в результате мы имеем вот такую вот картину природную, замечательную. Вот такой вот бурный океан здесь. Просто что-то невообразимое. Ничего себе, смотри, вот это все такое извергалось вулканом. Вся вот эта порода. Весь остров имеет такое вулканическое происхождение. Весь ландшафт, он вызван извержением вот этого вулкана. И множество, которые здесь есть на этом острове Лансароте с 1730 по 36 год. Такая вот уникальность этого места и уникальность рельефа. Ну, здесь уже сделаны вот такие дорожки. Да. Мощь и сила океана. Уникальный остров, просто уникальный, дорогие друзья. Вообще мы рекомендовали бы посетить. Это просто нечто невообразимое. Да. Все то, что мы ходим, это мы ходим по дорожкам между самой лавой. Ты смотри, аккуратно. Да, конечно. Ух ты! Вон он, океан, бушует. Ну, соответственно, океан делает вот такие пещеры, которые здесь есть на этом острове. А вот это все породы, которые извергались из недр нашей замечательной земли. Вот это волны, мадре мия. Вот только здесь чувствуешь силу и мощь океана. Влажность, запах океана. Потрясающе. Потрясающе. Я в шоке. Дорогие друзья, смотрите, какие сюрпризы дарит природа. Вот это полудрагоценные камни, хризолиты или как оливины, их называют, зелененькие. Их добывают, из них делают украшения даже. Разные бусы, кольца и так далее. Ну, вот дарит природа. То есть все это в камне, вы видите, это лава. И вот так вот дарит природа такие приятные, красивые сюрпризы. Вот здесь вот тоже везде. Маленькие, чуть больше. Все камни испещрены вот этими полудрагоценными камнями. Целое богатство
Богатство в камне, посмотрите, сколько. Мы подъехали в фабрику алоэ вера, и вот нам рассказывают, что очень много препаратов, которые можно принимать вот в течение года, просто выпивать, и будешь здоровый, там почки будут здоровые и так далее. А вот такой препарат от порезов, для кожи. А вот, если что, И для всего самого настоящего. Да, кстати, есть онлайн-магазин. Пожалуйста. у нас же ручная кладка не поместится, наверное. ¿Dónde viven? En Alicante. Alicante. La diferencia es la tasa europea. Son 19% de tasa europea y los gastos de envío son 8,50 hasta 120 euros de compra, luego ya es gratis. Pero las tasas no la quita nadie. Y tiene algunos preparatos para tomar y menos 10, 15 años. Bueno, poco a poco sí, si se usa todo el día. No es la máquina que entra y sale, no. Es todos los días, un poquito más joven, un poquito más joven, un poquito más joven. Tenemos 73 productos diferentes de aloe vera, siempre con mínimo de 50% de aloe vera. Nada de conservadores químicos, nada de colorantes, nada de perfume. Perfecto. Курортный городок Пуэрто-дель-Кармен, в котором мы сейчас находимся, привлекает туристов своими белоснежными домами, виллами. Здесь много баров, много магазинов и, конечно же, шикарные пляжи, которые тоже привлекают туристов. И также есть дайвинг-центры. Я думаю, что для отдыха это очень хорошее и интересное местечко. Есть торговые центры, так что будет чем заняться. Кстати, хочу обратить ваше внимание, кто знает немецкий язык, здесь очень в ходу немецкий язык. В аэропорту, во всех ресторанах, в отелях, я думаю. Поэтому с немецким языком, в принципе, вам будет достаточно комфортно. Английский, вот норвежский, по-моему, язык. Если вы остановитесь в этом городе или просто приедете сюда, без еды вы точно не останетесь. В городе Пуэрто-дель-Кармен замечательный пляж, который мы вот увидели и обнаружили. Посмотрите, с лежачками, ну, наверное, это все платно. Шикарная набережная прогулочная, в которой очень много магазинов, а также много кафе, ресторанов, баров и так далее. Дорогие любители дайвинга, вы, наверное, можете увидеть здесь много тоже интересного. Дельфины. На пляже города Пуэрто-дель-Кармен мы обратили внимание, что есть души в полный рост. Это большой тоже плюс. Не на каждых пляжах, не в каждом городе есть такие душевые для ног, и полностью можно принять душ. Благоустроенные вот такие дорожки, соответственно, для того, чтобы люди даже с ограниченными возможностями могли воспользоваться походом на пляж. Сетки для пляжного волейбола, катамараны, лежоки, в общем, все 33 удовольствия для того, чтобы здесь наслаждаться прекрасным, замечательным отдыхом. Ну и, конечно же, замечательная еда на разные вкусы и разные кошельки. И обратите внимание, какой песок все-таки. Он с таким вулканическим оттенком. Не белый, не белоснежный, как на Мальдивах, коралловый, а такой, знаете, вулканический. Все-таки такое присутствие вот этого здесь прослеживается. Ну и здесь также замечательные закаты, которые мы тоже с вами посмотрим. И еще посетим ряд интересных мест.
А вот там, обрати внимание, там отели. Также можно, видишь, здесь отдыхать и в отелях, И в апартаментах. снимать апартаменты, либо снимать виллы, отдельные домики чуть дальше от моря. Есть прекрасная возможность. И я думаю, что в одной из серий нашей поездки мы покажем вам, какой домик можно купить на Канарах. Так что не пропустите, смотрите, вы узнаете о ценах на продукты на Канарах, о том, почему же мы все-таки не выбрали Канары для постоянного проживания, что нас здесь безумно удивляет и радует, и какую недвижимость можно купить на Канарах. Домик на Канарах. Мечта. Еще одно интересное место мы с вами сейчас посетим. И это место тоже очень известное, знаменитое. И много туристов сюда приезжает. Это дом-музей Цезаря Манрики. Это художник, архитектор и скульптор, который жил на этом острове. Сделал очень много полезного, интересного, креативного для привлечения туристов на этот остров, для этого острова, для развития этого острова. В доме-музее, насколько я читала, сейчас находится культурный центр, здесь проходят экскурсии, выставки, и мы наглядно увидим, как он креативно, гениально придумал вписать именно в натуральное, в природу свои рукотворные какие-то творения, произведения. И мы увидим, что в доме растет дерево, мы увидим комнату в пещере, мы увидим лаву, затекающую в окно. В общем, это гениально. То есть среди вот этого лавового пейзажа он увидел какие-то свои необычные грани, в которые вписал дом, построил это настолько творчески, настолько креативно, что люди со всего мира хотят увидеть и приехать и посмотреть на это. Что-то мы вам приоткроем и покажем, но я думаю, основное вы увидите сами, когда приедете на этот замечательный остров Лансароте, который является одним из Канарских островов. Знаменитые Канары. И сейчас мы зашли в дом Цезаря Манрики. Дорогие друзья, вы можете обратить внимание, что вот это все лава, и этот дом, он вписан в интерьеры природы. То есть среди вот этих вот застывшей лавы он нашел какой-то такой свой уникальный момент, свои грани, в которые вписал дом, поэтому здесь природное, оно сочетается с рукотворным, о чем я говорила чуть выше. Очень интересно. И затем мы проедем в его дом, в котором он жил последние 4 года, и вы увидите, что новые какие-то формы, и как интересные решения, какие он принял в архитектурном смысле, строя свой уже новый дом. А сейчас мы пройдем вот по дому, где он жил, ну, свои такие основные годы жизни. В интерьере использована вот эта лава природная. Рядом тоже вы видите застывшую лаву. То есть все очень как-то оригинально вписано, выполнено. Здесь какое панорамное стекло, через которое также мы видим природу, вулканы, лава, застывшие ее причудливые формы. Очень интересное пространство. Зелень, воздух, пространство. И уникальные формы.
Вот, дорогие друзья, то самое место, про которое я вам говорила, в доме в этом. Гениальное решение, креативная лава, как бы затекающая в окно. А там настоящая лава, вулканы. То есть вот такое вот слияние как бы природы и рукотворного. То, что человек вот создает сам, и рядом природа. То есть все вот как бы перемешано. Это вот такое вот гениальное креативное решение, как мне кажется. То есть человек был свободен, видимо, свободен в своих мыслях, фантазиях. И вот такое как бы очень сильно впечатляет, потому что тоже видишь, вот, да, вулканы, да, и как бы так впечатляешь, чувствуешь какая-то энергетика. Ну, вот такой вот дом необычный на острове Лансароте. Здесь корзинки плетут. Как интересно. Ну, а теперь, друзья, мы пройдем по еще одному его дому, в который, как нам рассказали, он жил последние 4 года. Здесь тоже очень много интересного, и сейчас мы зайдем посмотрим. Цена билета 10 евро, а если вы посетите эти 2 дома, то, по-моему, 13 евро. Так что все уточняйте, смотрите и выставляйте себе на Google Maps, посещайте оба этих интересных места. Ссылочки будут в описании под видео. Вход там, и билетики будем там покупать. В общем, объем воздуха большой, такой куполообразный. Кессонный потолок. Потолок кессонный, да? Достаточно большая для Испании комната. С великолепной ванной комнатой. Ванная комната. О, вот это да! Действительно, это даже сейчас такая мечта. Ванная комната. Причем там зеркало. В зеркале отражаются вот эти растения. Вообще, я даже обалдела. Я думала, это как-то ничего себе. Такая ванна а-ля джакузи. Вот это красота. Супер. Мечта. Да, всем современным архитекторам, строителям и отделочникам домов нужно посетить этот дом Цезаря Манрике, потому что здесь действительно используется естественное освещение, хорошие потоки воздуха, чтобы не было никакой плесени, застоев воздуха. Да, и большой объем воздуха за счет вот таких потолков. То есть воздух гуляет, стены достаточно толстые, и здесь прохладно, в доме очень свежо и прохладно. Очень много зон релакса для отдыха. Есть бассейн. То есть дом такой, он именно вот для жизни, для отдыха, для релакса. То есть места разные есть, да, где можно и гостей разместить, и в то же время самим прекрасно порелаксировать. Все вписано в природу, вот этот естественный какой-то ландшафт, и в то же время вот современный дом. Ну что, дорогие друзья, есть на нашем острове, где мы отдыхаем, еще и такие виды. На соседний маленький островок, на котором тоже можно жить, несмотря на вот этот вот вулканический вид. Но люди живут и даже ставят свои какие-то яхты. О, вертолетная площадка. Вертолетная площадка, есть и вулканы. В общем, уникальное место, которое, конечно, мы вам рекомендуем посетить. Очень интересно. Ну, масса таких организованных мирадоров, как это.
Сейчас вы можете видеть, как на Канарских островах, включая Лансароте, выращивают виноград. Люди создают специальные лунки для посадки растений, и эти лунки, они располагаются глубоко в почве и защищают растения от ветра и солнечных ожогов. Иногда делают такие специальные стеночки из камней. Поскольку почва на острове в основном вулканическая, лунки позволяют сохранять питательные вещества, необходимые для роста винограда, и такая методика обеспечивает оптимальные условия для культивирования винограда на этих уникальных островах. В один из дней мы поехали на вот такое замечательное место, где множество вулканов, где они бушевали когда-то несколько сот лет назад, и где они оставили огромный след природный на земле. Можно полюбоваться совершенно бесплатно, остановив свой автомобиль, и прогуляться по выделенной дорожке мимо вот такого вулкана, огромного впечатляющего вулкана. Быть на этом острове Лансароте и не посетить вот эту долину, можно сказать, вулканов, море лавы, это просто невозможно. То есть здесь обязательно нужно посетить это место для того, чтобы понять, что такое природная стихия, что природа все-таки это сильное, самое сильное явление на Земле. Человек всего лишь маленькая песчинка. И вот это все увидеть вот эту мощь, увидеть, что оставляет после себя извержение вулкана, вот это вот, конечно, впечатляет. Сегодня мы здесь гуляем, показываем вам вот это место замечательное. Некоторые на великах даже ездят. Вот он, вулкан. Он просто громадный. Ну, а мы продолжаем идти. Я даже не знаю, как это назвать. Наверное, долина вулканов. Долина вулканов. Вдоль нее идет вот такая тропа, по которой можно ходить. Такая историческая справка на разных языках. Вот был на испанском сломанный, на английском, на немецком. Немецких туристов здесь много, поэтому здесь все дублирует еще и на немецком. Но и на лаве тоже бывает растительность. Прошло несколько столетий, и здесь выросли вот такие растения. Но их достаточно мало, скудно. Хотя деревья все-таки, жизнь пробивается даже сквозь такие невзгоды. Ну что ж, дорогие друзья, мы прошли по дороге, и смотрите, что мы увидели. Как вы думаете, это просто гора? Нет, дорогие друзья, это кратер вот этого вот вулкана, куда входить наверх, конечно, нельзя. Раньше туристы, видимо, ходили, но по дорожкам запрещено ходить по не выделенным, а по выделенной дорожке можно попасть прямо туда, в сторону кратера вот этого вулкана. Ну и посмотреть. Это очень интересно на самом деле. Я вижу это впервые, но хочу еще показать вам. Смотрите, уже образуется какая-то растительность. Какой-то мох все-таки за эти столетия вырос на камнях. Супер вообще. Мы потихонечку спустимся по дорожке ниже. Ну, конечно, здесь нужна обувь соответствующую. Вот это да. Слушайте, я даже не могу
описать свои чувства словами, ну, как бы даже не знаю. Это гора, вот это вот кратер вулкана. Здесь еще можно идти, выделенные дорожки. Вот, даже человек там сидит где-то в середине. Там все выделено, то есть там можно проходить по дорогам. Смотрите, вообще удивительная, уникальная вещь. И мы находимся здесь. Это, мы так получается в центре, да? Ничего себе. Это хорошо, что людям сделали такой проход. Люди же, мы существа любопытные, нас все время куда-то тянет. А здесь нам сделали все так облагорожено, безопасно. Ходишь по дорожке и зато все видишь. Можно поизучать, посмотреть вулкан. Вот в середине там даже люди сидели. Диаметр-то небольшой, метров 30. Ну да, зато вон, видишь, образуются пещеры какие-то, скалы. Уникальный вообще рельеф этого острова, он вызван вот в том числе вот такими вот вулканическими образованиями. Но здесь есть таблички, которые просят беречь все это, сохранить для следующих времен, для наших потомков, чтобы все могли вот это увидеть, изучить, посмотреть, прогуляться. Друзья, вот это называется вулканическая пробка, или как здесь ее называют, вулканическая бомба. Она вся покрыта в этих оливинах. И говорят, очень много вот этих вот пробок, так называемых, было украдено с острова. Ну, в музее страны возили, кто-то продавал. Смотри. Да, как будто Ставим полный звук. Где-то там Спасибо. такие-то. очень высокая температура видимо была. Следующее очень интересное место, которое стоит тоже посетить на острове Лансароте, это национальный парк Тиманфая. Это вулканы, это опять море лавы. Здесь самые смелые могут прокатиться на верблюдах, потому что ходить здесь нельзя. Я знаю, что в 1993 году вообще остров Лансароте был ЮНЕСКО объявлен как биосферный заповедник. Вот. И здесь, конечно, все это охраняется. Здесь несколько национальных каких-то парков,
охраняемых зон. Где-то можно ходить пешком, вот там, где мы были вчера, то, что мы вам показывали, к вулкану. Где-то можно ходить только с гидами на верблюдах, то есть самые смелые садятся и едут. Вот как-то так. Где-то мы будем двигаться на автобусе, посетим интересное место. И хочу сказать, что Сезарь Манрике, про который мы вам говорили уже, он внес огромный вклад в развитие этого острова. Это не только с архитектурной точки зрения, он спроектировал ряд проектов. Это Мирадор дель Рио, где мы были, это парк кактусов, куда мы, может быть, сходим, а может быть, нет, но вы наверняка посетите, когда приедете, особенно с детьми. Это ресторан Эль Дьябло наверху вот этого вулкана, где на огне, вулканическом огне, ресторан жарит разные блюда интересные, тоже мы это увидим. И много других мест. Также он проектировал отели, проектировал береговую линию, и цель была его в том, чтобы сохранить природное, чтобы вписать вот это все гармонично, не нарушать береговую линию, поэтому отели, они имеют такой низкий достаточно уровень этажей и немножечко так вот скошенные иногда балкончики, как бы этажи к низу. Вот. И вообще я читала, что его идея была тоже сохранить вот эти белые как бы сахарные домики. И основная его идея еще была вот именно в создании канарского стиля. Это то, что двери и рамы, например, на береговой линии, они покрашены в лазурный цвет, а внутри острова в зеленый цвет. Тоже такой интересный факт. Но вообще этот человек внес очень огромный вклад. Я думаю, что вы сами это изучите, почитаете, говорить можно много о его биографии, о его каких-то вкладах. Он учился в Мадриде, он бывал в Америке и так далее. Но вернулся на свой остров, развивал его и делал все для того, чтобы сберечь это все будущим поколениям, чтобы будущие поколения видели много всего интересного. Именно туризм, он выступал за экотуризм, за сохранность острова, за сохранность того, что вот мы сейчас можем видеть. Так что кто будет здесь, берегите, пожалуйста, не топчите, ходите по дорожкам и с гидами, либо сами. Хочется сохранить это для будущих поколений, чтобы будущие поколения тоже могли наслаждаться вот этим, видеть вот эти вот явления. Друзья, самое интересное, многие люди спрашивают, как же мы сядем на это верблюдо, один сидит на одной стороне, другой на другой, а если у кого разный вес? Если вы приглядитесь, вы увидите, у тех, у кого вес поменьше, висят специальные мешки с песком, и вот там, где грузятся все люди на верблюды, да, вы видите, что специально обслуживающий персонал набирает песок по весу каждого человека для того, чтобы сбалансировать, чтобы верблюду было удобно вести, чтобы вы не раскачивались и вот чтобы вес соответствовал. Интересный факт. Ну что, друзья, чтобы приехать в парк, либо выбирать раннее время, либо вечернее, а вот в самый час пик, конечно, здесь огромная пробка. Вечером до 16. Вечером работает до 16, да. Немножечко постоим. На входе в парк, национальный парк Тиманфая, нам выдали вот такие билеты. На четверых получается по 20 евро на одного, 80 евро за четверых, соответственно. То есть вот, пожалуйста, здесь встречают в очереди, как раз в пробке, продают билеты, чтобы ускорить немножко. Но это стоит того, дорогие друзья, потому что, видите, вот какие виды, вулканы, море лавы и то, что сохранено на этом замечательном острове, который совершенно не распиарен, но есть вот здесь вот такая уникальность. Будем смотреть сегодня, наслаждаться такими видами. Ну и отстояв вот такую большую очередь, где-то в районе часа, полутора часов, там было предупреждение, кстати, об этом, мы оставили машину на парковке. Ну и теперь покажем вам, собственно говоря, что такое вот этот национальный парк. Ну, вы уже видите, что тут много вулканов, такая лавовая долина. Кстати, виден океан, ветер здесь уже. Ну и сейчас
самое интересное. Так, ну вот на таких рыженьких автобусах мы сейчас совершим интересное турне. Это все входит в стоимость нашего билета, купленного заранее. Так, температура у нас 26 градусов, сейчас 13, сколько? 13:29, в общем, половина второго. Сейчас мы поедем на этом автобусе, это входит в эту программу посещения национального парка Тиманфая. И увидим все основные красоты. Все организовано, все быстро, стоянка бесплатная, даже есть такси. У кого нету машины в аренду, вы можете приехать на такси. Ну, уехать, соответственно, тоже. La zona del Parque Nacional de Timanfaya que visitamos, las Montañas del Fuego, se encuentra ubicada en el sudoeste de la isla, 32 kilómetros cuadrados, cubiertos por materiales volcánicos de las erupciones acaecidas en los siglos XVIII y XIX. Entre 1726 y 1730 se produjeron frecuentes temblores de tierra y ruidos subterráneos que ocasionaron Так, нам сейчас будут показывать еще одно уникальное зрелище вот здесь. Я думаю, что это будет тоже очень интересно. Ну, а нам дали какие-то вот камушки потрогать. Они очень горячие. Они такие горячие, чтобы, ну, сейчас уже остыли, что было невозможно держать. В общем, сейчас вы... Оттуда чувствуется, идет жар. Жар какой-то. Ladies, gentlemen, this hole is a natural crack, 2 meters deep, 250 degrees Celsius. Bueno, yo estoy colocando aquí un arbusto donde la profundidad alcanza la temperatura. Ну вот туда помещают сено и идет дым такой. Видите, это говорит о том, что там большая температура, сколько градусов? Вот это вот, видимо, одна из таких изюминок, которые привлекают туристов здесь. Это вот такая жаровня, на которой жарятся блюда, колбаски, курочка, мясо для вот этого ресторана. Никакого огня там нет. Никакого огня нет, да. Мистика. Или вулкан. Просто вулкан. Да. Что, друзья, многие засомневались, правда это вулкан или не вулкан. Мы решили потрогать вот просто камень. В тени. В тени. Ну, Он очень теплый. теплый, очень теплый. Достаточно теплый, да. Градусов 30, наверное. Верим. Так что так, а мы идем вот в такой вот ресторанчик, который называется Дьявола. Ну что, дорогие друзья, мы отведали местной еды, изготовленной вот таким образом, как я вам показала. И кто бы что в отзывах не писал, некоторые пишут, что что-то холодное, недожаренное и что-то еще. Но я могу вам сказать, что мы отведали, нам очень понравилось, все достаточно вкусно. И Друзья, еще один совет, дорогие друзья. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. И обязательно попробуйте местное вино. Тот, кто пробует вино, которое называется Мальвазия. Вулканическое Вулканическое вино, оно не дешевое, наверное.
достаточно по сравнению с нашими там континентальными некоторыми винами, но есть оно сухое, сладкое и полусладкое. Алексею нравится сухое тоже, мне нравится полусладкое. Мы всегда его пробуем на отдыхе. Оно очень легенькое и, в принципе, такое насыщенное с медовым каким-то цветочным медовым ароматом. И немножечко как-то чувствуешь вот эту солнечную, горячую землю, виноград, выращенный на этой лансаротской земле. Так что пробуйте, гуляйте, отдыхайте, путешествуйте, посещайте вот такие интересные места. Испания очень богата интересными местами, такими архитектурными, историческими, в том числе островная Испания. Не забывайте, что в Испании есть острова. Можно было бы сказать «не верю», но там вот реально что-то горит. И в ресторане мы сидели очень жарко. Но многие скажут «не верю», что-то там наворотили, как-то поджигают. Ну, вот на самом деле это спящий вулкан. Наверное, все-таки это так и есть. Пойдем потрогаем. Очень такая, ну, такая чувствуется какая-то раскаленность. Жар идет. Следующее очень интересное место, которое тоже стоит посетить на этом замечательном острове Лансароте, это Cueva de los Verdes. Это пещера вулканического происхождения. Она образовалась в результате извержения вулкана около 5000 лет назад, вулкана Корона. И она считается одной из самых больших вулканических пещер в мире. Мы сюда тоже сейчас зайдем. Очень интересно она образовалась. В этой пещере есть как бы верх и низ, и мы посетим оба этих интересных места и покажем вам, ну, то самое такое поражающее воображение, то, что можно вот посмотреть на этом острове. Я предлагаю пройтись, посмотреть, и мы вам все покажем. Пещера протянулась от кратера вулкана Корона до берега Атлантического океана. Ширина пещеры до 24 метров. И наибольшая высота в ней 15 метров. Самая глубокая часть пещеры достигает 35 метров ниже уровня моря. И перепад высот 230 метров. А температура, кстати говоря, я прочитала, там сохраняется 19 градусов. И вот то место, где Да. она выходит. Вот эту стоимость билетов резидентам Канар, соответственно, скидка, Лансароте тоже. И вот, ну что, сейчас мы заходим, как раз вот с лавового плата мы будем опускаться вниз. Несколько там, конечно, будет ступенек. Самое интересное — это сами коридоры этой пещеры и то, что тут есть концертный зал. Также мы пойдем, может быть, зайдем в нижний участок пещеры, который называется Хамеос де ля Агуа. Цена отдельная, но там тоже есть очень интересный момент. Надо быть головой не задеть. Надо очки надевать, дорогие. Ну, просто пригибаться, потому что тут освещения такого нет, естественного. Ну, ступени, но мы идем вниз, придерживаемся руками. Играет какая-то музыка даже. И мы пробираемся. Ух ты, вот это да. Причудливые формы. Ну что, мы делаем немножко поправку. Гид только что сказал, что протяженность этого тоннеля 7,6 километров. Ну, а в принципе, сама суть прежняя, да, лава текла, застывала, образовывала крышку, и поэтому получился вот такой коридор. Под ноги надо смотреть. Здесь можно упасть, нехило. Естественно, освещение попадает вот сверху. Есть какие-то проломы. Музыка играет такая своеобразная. Сейчас нам что-то рассказывают. Наклониться надо, покланяться земным богам. Так я вижу. Здесь очень, да, сталактиты, кстати. Их можно ручками потрогать. Ну, для разумных людей рассчитано, что люди, вот, видишь, вот,
да, висят такие. Ага. Ой, а здесь вообще как это самое, сказка. Ну, чем-то пещеру Дэни напоминает, да? Подземелье, да. Но дневной свет попадает вот оттуда, и воздух, и дневной свет. Видишь, вон там свет дневной. Такое ощущение, как будто воздух нагнетают, или это естественный попадает? Ну, достаточно прохладно. Не жарко, не холодно, он правильно сказал. Нижняя часть пещеры, называемая Хамеос дель Агуа, тоже открыта для посещения. Здесь разливается соленое озеро, которое питается водами океана, как я прочитала в открытых источниках. Ну и также славится это место на планете тем, что здесь можно посмотреть редкого слепого рачка. Его изображение вот тут как раз вы видите за моей спиной. Ну и также можно сюда зайти. Плата и там как бы не совместная, а везде надо оплачивать, что верхнюю часть этой пещеры, что нижнюю. Так что, кто желает, может пройти самостоятельно и посмотреть. Где Хамеос дель Агуа называется. Если немножечко пройти вот по дорожке, можно увидеть вот тоже такие пещеры. Видимо, все это связано с тем самым лавовым потоком. Ну и просто прогуляться до океана, посмотреть на воды океана. Дорогие друзья, еще есть очень интересная информация. Здесь написано, что последний участок вот этой вулканической трубы, вот того вулкана, который вы видите на заднем плане, который называется Корона, верхнюю часть мы посетили, вот эта нижняя часть, и есть участок земли, который называется туннель Атлантида, ну или туннель, да, его длина 1726 метров, он дальше идет под водой, шириной, диаметр его более 30 метров, и в некоторых местах его... Зона глубины залегания 64 метра. Вот. Таким образом, вот такая интересная вулканическая труба, которая образовалась в ходе извержения вулкана. И часть мы прошли. Вы также можете посетить, часть находится закрытой, и часть идет под водой. Сейчас мы посмотрим озеро и посмотрим, если нам повезет, тех самых слепых рачков, которые здесь водятся. Уникальные такие рачки. Называются они, как они у нас называются? Называются они у нас вот так. Мунидопсис полиморфа. Вот такие уникальные рачки. Что, друзья, стоимость топлива здесь 1,29, мы на дизеле, и мы сейчас заправились 25 литров, ну, в районе там 30 с лишним евро, 34 что ли. Кстати, не забывайте, машину нужно сдавать с полным баком. На островах обычно не работают заправки ночью, так что заранее стоит позаботиться, да, заправить. Помыть. И если слишком машина грязная, лучше помыть, потому что эту стоимость могут вам зачесть, что машина в грязном виде, и могут дополнительно выставить. Помыли мы самостоятельно за 1 еврик. Да, так вот так. В общем, машина готова к сдаче в обратную сторону. Мы готовы ее вернуть сегодня. Дорогие друзья, наше путешествие подошло к концу. 7 дней пролетели как 2 дня. В заключение хочется сказать, что, конечно же, остров Лансаротте поражает своим ландшафтом прежде всего, потому что это, сотни вулканов, это интересные места, пещеры вулканического происхождения. Конечно же, это чистейшие пляжи, это активные занятия, это может быть сафари или прогулки на верблюдах, пешие прогулки, дайвинг, серфинг, все что угодно. Неспешный отдых, либо активный отдых, шопинг, либо просто поглощение вкусной еды, местной колоритной кухни. Поэтому, конечно, вот нам лично показалось, что это как будто бы другая планета. Лансаротте – это другая планета, реально. Поэтому, что я могу сказать? Посещайте интересные места. Испания разнообразна, островная Испания великолепна.
Мы здесь не первый раз. Думаю, что приедем еще. Канары, они удивляют. Канары, они радуют. А Лансароте – это изюминка, наверное, такая вот, ну просто, я не знаю, камушек такой интересный, но не распиаренный. Надеюсь, это видео было интересно, путешествие было вам, ну, полезно, интересно, увлекательно. Не забывайте поддержать нас лайком, подписать свои комментарии удивительные. И встретимся вновь на нашем канале из других различных обзоров, путешествий и видео. С вами Татьяна, Алексей, наша дружная команда. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Адьос, амигос, чао-чао!